А почему, я вам скажу. Потому что мы развиваемся очень неравномерно. Если вы подумаете о себе и о более взрослых и пожилых людях, которые вас окружают, вы увидите, что умственно нас развивают чрезвычайно. Скажем, любой ребенок теперь ученее очень ученого человека 16 века. Но гораздо меньше нас развивают в порядке личности. Я сейчас не о культе личности думаю, а о личности в самом лучшем смысле слова. О том, чтобы человек собой представлял неповторимую единицу, а не просто одного из многих экземпляров бараньего стада. Но в чем мы развиваемся очень мало, это в области нашей веры. Большей частью сомнения заключаются для человека в споре между тем мальчиком, которым он был в 8 или 9 лет и верил детской верой, и взрослым человеком, в которого он развился умственно. Религиозный опыт 8-летнего мальчика ставится под обстрел созревшего умом взрослого человека. И мы удивляемся, что 8-летний мальчик в нас где-то в сердце не находит умственного, интеллектуального способа разбить того умного человека, которым стал мозг хозяина. Это неудивительно, но это и очень обнадеживающе, потому что если дело обстоит так, тогда сомнение очень просто. Это состояние флюса с нашей стороны. Раздулись вроде головастиков, голова большая, а тело вроде нитки. И тогда весь вопрос в том, чтобы созреть в области веры и религиозного опыта, для того, чтобы взрослый верующий начал диалог со взрослым интеллектуалом внутри нас. Взрослый верующий. Но этого диалога бояться не надо. Потому что тот ребенок, еще не созревший, еще младенец веры, может вырасти в полную меру, если он будет слушать своего собеседника, свой ум, и сличать возражение этого ума со своим внутренним опытом. Да, мы увидим, что очень часто мы дети веры, и нам надо стать взрослыми. Такие люди, как Василий Великий, как Григорий Палама, не боялись мысли и науки своего времени, потому что они их вместили. Если только мы созреем духовно, то сможем начать этот разговор с самими собой. Но ставьте ударение на том, на чем оно реально есть. Именно на том, что я не нашел еще в себе того равновесия, при котором ум и сердце сочетались воедино и могут воедино не только о Боге думать, но и о человеке думать, и о космосе думать, о науке. Человек, который развит наполовину, в ту или иную сторону, не пригоден ни на земле, ни на небе. Он хромает на оба колена, как говорится. И вот тут я хотел бы закончить очень убежденным призывом. Не бойтесь своих сомнений. Не бойтесь сомнений других людей. Не думайте, что это ставит под вопрос Бога, или небо, или землю, или человека, или науку. Это только вам говорит, что кафтан стал тесным. Что вчерашнее твое мировоззрение начинает сжать справа и слева. Что тот образ, который ты создал себе о Боге и о мире, стал слишком малым для того опыта Бога и мира, который в тебе развился. И радуйся, продумывай и строй более широкое, более углубленное, более умное и более духовное мировоззрение. И тогда вырастет человек, который во всех областях на своем месте, который может быть первоклассным ученым или деятелем земли и одновременно гражданином неба, Божьим человеком на земле. Как прекрасно. Я никогда ничего подобного не слышал. Я много лет беседую со своими студентами о пользе сомнений. И я им говорю, друзья, сомнение это как печаль. Во втором послании к Коринфянам Павел говорит, друзья, я вас в своем предыдущем послании опечалил было, и мне стало не по себе. Я аж даже как-то начал сомневаться в том, правильно ли я сделал, что я вас так сильно опечалил. Но когда вы отлучили от общения того человека, которого я сказал отлучить, и тем самым вас опечалил, этот человек теперь покаялся и вернулся, так примите его. И теперь я понимаю, что раз такой расклад, то я вас не зря опечалил. Я не зря его опечалил, этого брата. Потому что есть печаль, и об этом мы еще читаем в книге притчи, в Ветхом Завете. Есть печаль мирская, которая что? Сушит кости, Денис. Правильно. Она сушит кости. Что такое сушит кости? Да ты делаешься 15-килограммовым. Ты делаешься ни на что не похожим. Ты чахнешь.
Сушит кости, это значит, ты просто сводишься на нет. Тебя печаль убивает просто. Мирская печаль сушит кости. Так вот, сомнения, которые к потере веры, сомнение к смерти есть. И это сомнение сушит кости. Но есть печаль, как пишет Павел, к покаянию. Он пишет об этом во втором послании к Коринфянам. Он говорит, так вот, я, значит, правильно вас опечалил. Потому что человек покаялся. Я правильно его опечалил. Вот так и с сомнениями. Есть сомнения, которые сушат кость, а есть сомнения к более взрослой вере. Я всегда это говорил студентам. Я говорил им, что воспринимайте сомнения, воспринимайте критику, читайте критику, не убегайте. Никакого интеллектуального самоубийства быть не может и нет. Есть только тихая агония ума. Мыслящего человека нельзя убить. У Бергмана есть потрясающий фильм, который называется «Седьмая печать». И там главный герой Антоний Блок, который рыцарь, который возвращается из крестового похода. И на пути его встречает, он возвращается в свое отечество, а там чума. Там народ вымирает от чумы. Там охота за ведьмами, потому что считается, что это они накликали чуму своей вражбой и своей неугодностью к Богу. И он возвращается из крестового похода, и он говорит, Бог, где ты? Почему? Почему это происходит? Мы тут защищали веру, зачем мы это делали? Кто ты вообще? Почему я вернулся на родину, а тут люди мои умирают? Вот эта молодая девушка, которую сейчас сожгут, действительно ли она так плоха? Где ты? Откройся мне. И однажды он в церкви, в старой деревянной церкви, каких в Скандинавии много, он в этой церкви подходит к этой кабинке священника для того, чтобы задать эти вопросы всем. А там прячется смерть, и она его обманывает. И эта смерть его в самом начале встречает, как только он въезжает на свою землю. И она говорит ему, ну твое время пришло. Твоя партия проиграна. И Антоний Блок говорит, давай с тобой сыграем в шахматы. Смерть говорит, так ты же проиграешь, ты обречен, у меня нельзя выиграть. Он говорит, я знаю, но я попробую, я хочу. И видно, что он хочет затянуть время. Ему не нужно жить дальше, он не хочет прожить просто дольше. Ему нужно успеть найти ответ на вопрос, где же ты? Ну где же ты во всем этом? И смерть его постоянно дурачит. Там нигде нет Бога, потому что в жизни Бергмана нет Бога. И в жизни его героев нет Бога. И там, где он кричит к Богу, либо смерть скалится в одежде священника, либо его оруженосец, верный Санчо Панса, когда они в ужасе стоят и смотрят на эту казнь этой молодой ведьмы, которую сейчас сжигают, этот оруженосец говорит, господин, ну что ты видишь? Посмотри в эти глаза, что ты там видишь? А Антоний Блок говорит, я хочу в этих глазах видеть, что сейчас этот человек предстанет перед Богом, и что там все обнаружится, там все он один только может в этом всем разобраться. Я ничего не понимаю. А этот Санчо Панса ему говорит, да бросьте, господин, нету в этих глазах никакой вечности. В этих глазах смерть, в этих глазах окончание человеческого существования, после которого тьма, ничего нет, вы сами это знаете. Но когда смерть, и все заканчивается очень плохо, очень плохо. Но там есть один момент, когда смерть, а смерть время от времени появляется и раскладывает шахматную доску, и фигуры расставлены так, как они оставались при последнем ходе. То есть они продолжают эту партию. И Антоний Блок, конечно, проигрывает потом. Но смерть однажды, она же его везде подставляет, она везде над ним смеется, хохочет ему прямо в лицо. Везде, во всем этом поиске. Ты хочешь время сэкономить, чтобы найти Бога, ты не найдешь его нет. И она однажды, продолжая эту партию, спрашивает, как же там вопрос стоит? Когда же ты перестанешь задавать вопросы? Смерть его спрашивает. Он говорит, никогда. Пусть я обречен, пусть Бога нет, но я никогда не перестану задавать вопросы. Поэтому, знаете, друзья, мы с вами мыслящие люди, и мы работаем с мыслящими людьми. Не существует интеллектуального самоубийства.
мы никогда не перестанем задавать вопросы. Для мыслящего человека, если вы живы как личность, вы не можете уже умереть. Поэтому, если вы будете пытаться себя умертвить интеллектуально, у вас ничего не выйдет. Поэтому не надо себя умерщвлять. Наоборот, развивайте себя. Идите и не бойтесь. Вступайте в бой. Получайте там. Получайте серьезно. Пропускайте там удары. Выползайте потом домой зализывать ранки. Это нужно делать. Потому что если вы выживете в своих сомнениях, то вы не останетесь прежним. Никогда. Вы будете другими людьми. Вы получите на каком-то неописуемом уровне ответы на эти вопросы. Это могут быть не интеллектуальные ответы. Это может быть что-то пережитое, но это будет ответ. И вы сможете другим людям отвечать на эти же вопросы. Если вы имеете дело со студенчеством, с интеллектуалами, вы будете иметь дело с людьми, которые задают вопросы. Если они не задают вопросы, их нужно заставлять задавать вопросы. Если человек спит, его надо будить. Будите людей. Нельзя так жить. Пусть сомневаются, но пусть задают вопросы. И вы сомневаетесь, задавайте вопросы, только не бегите от них. Страдайте, мучаетесь, но только не бегите от них. Задавайте эти вопросы. И если вы выживете, если вы оклыгаете, то вы приобретете это как прививка, говорю своим студентам. Это как прививка. Тебе вводят в организм ослабленную дозу смертельного какого-то вируса. Для чего? Для того, чтобы организм выработал антитела. Чтобы ты не заболел этой болезнью и не умер. Поэтому тренируйтесь, читайте, задавайтесь вопросами, не бегите от этих вопросов. Позволяйте этим прививкам. Эти прививки некоторые будут очень жесткие, там будут большие дозы. Было несколько раз, когда моя жена мне говорила: Юра, извини, но я тебе сейчас говорю, все, ты больше не читаешь. Ты больше не читаешь этого автора. Ты больше не читаешь книг на эту тему. Ты больше этого не делаешь. Ты просто зализываешь раны. Ты просто теперь читаешь Библию, ты просто теперь молишься и просто приходишь в себя. Потому что я начинал болеть, у меня реально на физическом уровне, я так переживал то, что я читал, но я вам не могу передать, как меня это формировало. Как меня формировали книги атеиста Альбера Камю. Как меня формировали книги атеиста Бергмана, режиссера шведского. Или актрисы Лив Ульман, которая у него снималась, норвежская. Это немыслимо. Как я плакал, как меня это все разрывало изнутри, как мне их было жалко. И в то же время, какие смешанные были у меня чувства, как у меня все вверх ногами переворачивалось. Ну вообще, мое мировоззрение. Но только для того, чтобы из этого разрушенного моего бывшего, каких-то моих вот этих вот уже конструкций, построить что-то новое, более совершенное. Только для этого. Только для этого. А можна питання до вас по цьому задати? Да. Ну, те, що ви кажете зараз, я розумію для себе, так? Да. Якщо, наприклад, я зустрічаюся з людьми, студентами, там, іншими, чи не стану я їх, так, я кажу, Станешь. Поэтому надо все это делать аккуратно. Это все надо делать аккуратно. Я не говорю вам, идите и просто вот в лепрозорий и облизывайте этих прокаженных. Я говорю о прививках. Вы сами это можете регулировать, сами. Я в своей жизни регулировал дозы сам. Иногда у меня была передозировка несколько раз, и тогда моя жена меня откачивала и говорила: все, ты больше не читаешь это, ты больше это не слушаешь. Потому что тебя это с ума сводит, ты слишком близко к сердцу все это воспринимаешь. Нельзя так, ты болеешь, посмотри на себя. Но мы должны сами это регулировать. И естественно, с немощными мы должны поступать по мере их духовного возраста. Но принцип тот, конечно, делайте это аккуратно. Но, друзья,
Друзья, если люди ищут, ведь это самое главное. Ведь сегодня почти никто не ищет. Ведь сегодня почти никто не задается вопросом. Ведь даже студенчество, ведь даже интеллектуалы, вы понимаете, ведь это вымирает все. Ведь куда-то это девается. Куда девается вот эта славянская душа? Куда девается эта совесть? Куда девается эта печаль? Куда девается все это? Эти Высоцкие, куда они деваются все? Что с нами происходит? Мы же в скот превращаемся. Если вы видите хоть искорку мысли в ком-то, обхаживайте этих людей, раздувайте эту искорку обязательно. Потому что если сегодня вы встречаете кого-то, кто что-то ищет, то этого человека уже можно поздравить. Что бы он ни искал, в какую бы он сторону сегодня ни шел, его уже можно поздравить, потому что он в меньшинстве. Потому что это уже полдела. Его только направить нужно, у него уже все есть. Его только нужно направлять. Беритесь за него. Делайте это аккуратно. Конечно, не надо. Вот я вам сейчас это все вот так вот говорю, но вы не студенты, вы работаете со студентами. Я надеюсь, большинство из вас фильтрует и может все это как бы с этим справиться. И вы можете для себя решить, какие дозы, что, как. Некоторым людям это противопоказано. Есть люди, которые не воспринимают такой сложности жизни. Есть пасторы, которые просто не захотят всего этого слушать, того, что я сейчас говорю. Потому что как же с такой церковью, как ей управлять? Если люди начнут вот так себя вести, как же ты будешь справляться? Они должны быть одинаковыми. Они должны все знать правильные ответы, эти ответы должны быть продиктованы. Не надо всех этих самостоятельных поисков, тем более каких-то сомнений, не надо. Надо просто по кирпичику созидать из готовых кирпичей, проверенных кирпичей. Не надо ничего изобретать. А тем более заниматься самостроительством. Это хаос будет в церкви. Нельзя этого делать. Есть люди, которые не вмещают более сложную картину мира. Они хотят, чтобы все было как шахматная доска. Во-первых, только черный и белый цвет. Во-вторых, четкие границы между хорошим и плохим. Все понятно, все правильно. Голубые козлы, там политики, там ослы, вот эти еретики, а эти наши. А вот эти полунаши. И все. И других категорий нет. И тогда все просто, только соблюдай и все. На этом уровне все вопросы решены. А я думаю, что это не путь для многих мыслящих людей. Так невозможно жить. Невозможно. Есть церкви, куда меня больше никогда не пригласят, в которых я выступал. Никогда. Но это не для всех. Вот для таких людей я не осуждаю их. Они такие. Не надо их трогать, может быть. Вот таких людей, может быть, и трогать не надо. Ну что ты сделаешь с ними? У них есть свои достоинства. У этого есть своя польза от того, что есть такие люди. Они не станут уже другими. Не потому, что они плохие. Они не способны к конструированию сложной, противоречивой картины мира. Может быть, это не их вина. Что касается неудовлетворенности собственной судьбой, которая от Бога, это мы говорили о неудовлетворенности Богом. Может быть, у вас вопросы еще есть. И здесь нам совсем мало осталось. Еще один рассказ. Короче. Ну что ж, может быть, после этого вопросы какие-то. Рассказ называется «Искусство жить». Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Миша, поменяй слайд. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии.
не просто испытал в жизни и то, и другое, а научился всему. Как же научился?